Менее чем 48 часов и договорятся. Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон и Тегеран уже на финальной стадии переговоров по Ормузскому проливу. Тегеран не отрицает контакты. Йеменские хуситы атаковали нефтяной танкер Саудовской Аравии в Красном море, а в Риме стартовали переговоры Израиля и Ливана. В аэропорту Лейпцига обнаружен беспилотник с боевой частью. Он стоял рядом с украинским грузовым самолетом. 17 погибших и около полусотни пострадавших. Киев пережил очередную массированную атаку. Среди пострадавших объектов нет ни одного военного. В самой России дроны долетели до Тулы и Уфы. А Путин провел ротацию в армии и объявил о создании сил беспилотных систем. Обломок второй ступени ракеты SpaceX Falcon 9 должен врезаться в поверхность Луны. В британском зоопарке впервые появилось сразу 5 птенцов, птицы-секретаря, которые забивают змей лапами. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются и развиваются успешно. Об этом сказал президент США Дональд Трамп в Калифорнии перед посадкой на Air Force One. Мы продвигаемся очень хорошо. Посмотрим. Узнаем в течение 48 часов. У них был очень хороший день. Переговоры прошли хорошо. Фондовый рынок значительно вырос за последние 3-4 дня. Сегодня мы снова установили новые рекорды, как и вчера. Думаю, это произошло уже примерно в 78-й раз за очень короткий период. Так что происходит много хороших вещей. Также Дональд Трамп в эфире канала Fox News заявил, что Иран сам вышел на контакт с предложением начать диалог. Вместе с тем он предупредил, если переговоры зайдут в тупик, Соединенные Штаты готовы прибегнуть к более жестким действиям. В воскресенье возле этого объекта был задержан человек, который, судя по всему, был хорошо вооружен. Это остается поводом для беспокойства. Если можете, коротко прокомментируйте. Единственное, что меня немного успокаивает, говорят, что такие вещи происходят только с президентами, которые действительно меняют ход событий. И я определенно такой президент. Посмотрите на экономику. Посмотрите, что происходит. Иран, например, никогда не получит ядерное оружие. Уже не сможет, но скоро это будет закреплено официально. Ормузский пролив очень скоро будет открыт. Если нет, по ним нанесут очень мощный удар, и тогда пролив все равно будет открыт. Мы проведем колоссальную атаку, крупнейшую со времен Второй мировой войны. Они сами позвонили мне и очень вежливо сказали: «Пожалуйста, можем ли мы поговорить?» И я ответил: «Да, можем. И давайте, наконец, доведем это до конца». Это должны были сделать другие президенты еще 50 лет назад. Часто говорят о 47 годах, но прошло уже больше 50. Другие президенты или другие страны должны были решить этот вопрос. Мне пришлось сделать то, что было необходимо. Потому что если бы у них появилось ядерное оружие, мир был бы совсем другим. Если они снова откажутся от переговоров, на этом все. Если они снова выйдут из переговоров, по ним нанесут очень жесткий удар. Они это знают, они это понимают. Мы уже нанесли им очень серьезный удар, но самый тяжелый удар еще впереди, и я надеюсь, что нам не придется его применять. Очень надеюсь. Сейчас у нас идут очень хорошие переговоры. Им не нравится это признавать, но так и есть. Вы говорите людям вроде вас: у нас замечательные переговоры. А потом кто-нибудь выходит в Иране и заявляет: мы не встречались, никаких переговоров не было. Это просто ложь. Так происходит постоянно. Это просто невероятно. Переговоры вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, выходят на новый этап. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Ираном о возобновлении свободного судоходства может быть достигнуто уже в ближайшее время. По его словам, стороны обсуждают восстановление нормального движения через пролив, а суда должны получить свободу прохода без дополнительных сборов. В Вашингтоне называют открытие Ормузского пролива первоочередной задачей. При этом государственный секретарь Марко Рубио подчеркнул, что стратегической целью США по-прежнему остается денуклеаризация Ирана. Тегеран подтверждает, что при посредничестве Омана продолжаются технические и политические консультации. По словам представителя иранского МИД, обсуждаются безопасные маршруты судоходства, которые должны учитывать суверенные права и интересы безопасности Ирана и Омана. К посредническим усилиям также подключен Катар. Тем временем Центральное командование США сообщает, что с середины июля американские военные в рамках морской блокады перенаправили 45 коммерческих судов. 2 судна были остановлены. Еще на 2 поднялись досмотровые группы. На фоне сообщений о возможном соглашении нефтяной рынок отреагировал снижением цен. Стоимость американской нефти WTI за день упала почти на 5,7%, а Brent более чем на 5%. Инвесторы рассчитывают, что восстановление судоходства снизит риски перебоев с поставками энергоресурсов и другой продукции через Ормузский пролив.
Йеменские хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру «Вафа» в северной части Красного моря, у побережья города Янбу. По утверждению группировки, для атаки использовались баллистические ракеты. Также хуситы заявили, что продолжат наносить удары по саудовским нефтяным танкерам, пытаясь усилить объявленную ими морскую блокаду. Саудовские власти эти заявления пока что не комментировали. После этой атаки общее число саудовских нефтяных танкеров, ставших целью наших сил с начала морской блокады 22 июля, достигло 8. В то же время общее число саудовских нефтяных танкеров, которые были перехвачены и вынуждены развернуться и вернуться назад в Красном и Аравийском морях, достигло 29, после того, как вооруженные силы Йемена с помощью Аллаха успешно ужесточили морскую блокаду против саудовского противника в районе Баб-эль-Мандебского пролива на юге Красного моря. Саудовский противник начал перенаправлять свои нефтяные танкеры в северную часть Красного моря. Поэтому вооруженные силы Йемена подтверждают, что их операции по нанесению ударов по саудовским нефтяным танкерам в северной части Красного моря будут продолжаться и усиливаться, чтобы полностью закрыть для них все маршруты и не допустить их прохода, окончательно утвердив принцип «блокада в ответ на блокаду», независимо от последствий и результатов. В Риме возобновился очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США. В течение 3 дней технические делегации обсуждают вопросы безопасности на юге Ливана, демаркацию границы, восстановление приграничных районов и выполнение ранее согласованных договоренностей. По данным израильских СМИ, отдельное внимание уделяется вопросу разоружения Хезболлы, которое Вашингтон считает одним из ключевых условий для долгосрочной стабилизации ситуации. В переговорах также участвуют представители армии обороны Израиля. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен менять свои нынешние позиции до полного разоружения Хамас. Я твердо стою на защите наших интересов в сфере безопасности. Мы не отступим с наших нынешних позиций до тех пор, пока Хамас не будет полностью разоружен. Это первое. Второе. Мы поручили военнослужащим армии обороны Израиля делать все необходимое, чтобы защитить себя, защитить нашу территорию и защитить наших граждан. Третье. Президент Трамп и его команда считают, что могут добиться разоружения Хамас и демилитаризации сектора Газа. Мы изучаем это предложение. Они направили нам проект. Мы с ним не согласились. Это не наш проект. Мы передали свои замечания. Кстати, мы отправили свои замечания еще до того, как вокруг этого началась медийная кампания, потому что именно такой была и остается наша позиция. Мы твердо придерживаемся наших интересов, и, я считаю, действуем при этом разумно. В столице Иордании состоялась встреча министров иностранных дел ряда арабских и мусульманских стран, посвященная ситуации в Иерусалиме. В переговорах также приняли участие главы внешнеполитических ведомств Турции, Индонезии, Пакистана и Малайзии. Участники обсудили ситуацию вокруг святых мест и обстановку на Западном берегу и в секторе Газа. В то время как королевство Саудовская Аравия приветствовало объявление президента США Дональда Трампа о переходе к реализации второго этапа всеобъемлющего мирного плана, мы самым решительным образом осуждаем военные нарушения Израиля в секторе Газа. Они представляют собой прямой вызов достигнутым договоренностям, подрывают импульс, который они создали, и служат интересам тех, кто стремится сорвать мирный процесс. Королевство также вновь призывает международное сообщество выполнить свою ответственность, предпринять практические шаги для прекращения нарушений в секторе Газа и на Западном берегу, а также обеспечить защиту святых мест. По итогам встречи была принята совместная декларация, в которой осуждаются действия Израиля в Иерусалиме и содержится призыв к международному сообществу принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации. В Конгрессе США требуют объяснений от Пентагона по поводу учета потерь американских военных в ходе войны с Ираном. Почти 100 законодателей-демократов поддержали обращение к министру обороны Питу Хексету с просьбой разъяснить, каким образом велся подсчет погибших и раненых. Поводом стали изменения в официальной базе данных Пентагона. По сообщениям американских СМИ, 23 июля из статистики временно исчезли сведения о 4 погибших и десятках раненых военнослужащих. В военном ведомстве объяснили это технической ошибкой, после чего данные были восстановлены, а в системе появился новый раздел для учета потерь после 7 июля. Авторы обращения считают, что именно эта дата совпадает с официальным уведомлением Конгресса о новом этапе военной операции против Ирана. Законодатели хотят выяснить, не использовалось ли изменение классификации потерь для обхода требований закона о военных полномочиях, который регулирует сроки участия американских вооруженных сил в боевых действиях без отдельного одобрения Конгресса. В немецком аэропорту Лейпциг-Галле объявили тревогу после обнаружения беспилотника с предполагаемым взрывным устройством. По данным следствия, к дрону был прикреплен предмет с детонатором. На время проверки часть работы аэропорта приостанавливали, территорию обследовали саперы и федеральная полиция.
Я могу подтвердить, что этот дрон был обнаружен в аэропорту Лейпциг-Галле. К сожалению, на данный момент я не могу сообщить ничего сверх этого. Расследование продолжается, поэтому прошу немного терпения. По данным немецких СМИ, беспилотник обнаружили рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 «Антонов». Однако официально не подтверждается, что именно он был целью. Оператор дрона пока не установлен. Одновременно стало известно, что грузовой самолет DHL после вылета из Лейпцига столкнулся с неизвестным объектом и совершил внеплановую посадку в Ганновере. Расследование ведут подразделения по борьбе с экстремизмом и антитеррористическая полиция. Речь идет о самолете, который должен был приземлиться в Лейпциге, но не смог этого сделать и был вынужден продолжить полет. По имеющейся информации, во время этого он столкнулся с каким-то объектом, после чего смог благополучно приземлиться в Ганновере. Мы, безусловно, осознаем риски, которые беспилотные системы создают для авиации. Наша задача — обеспечивать безопасность полетов. Иногда для этого приходится временно приостанавливать авиасообщения. Однако мы стремимся свести такие ограничения к минимуму. Необходимо как можно быстрее обнаруживать потенциально опасные беспилотники, нейтрализовать их и обеспечивать безопасную и устойчивую работу воздушного сообщения. Что касается этого конкретного случая, то, как и мои коллеги, пока не могу сообщить дополнительных деталей. В ночь на 5 августа Россия нанесла по Киеву и области массированный комбинированный удар. По официальным данным воздушных сил Украины были выпущены 24 баллистические и 4 крылатые ракеты, а также 115 ударных беспилотников. Баллистические ракеты «Искандер-М» и «Циркон» запускались с территории России и временно оккупированного Крыма. Воздушные силы Украины сообщили о перехвате десятков дронов. Однако из-за отсутствия перехватчиков не удалось сбить ни одной ракеты. Под удар попали Киев и пригород. Загорелись склады, логистические центры, железнодорожная инфраструктура и коммерческие объекты. Повреждены терминалы торговых сетей «Новус», «Фози», «Силпо», «Рабен», маркетплейсы «Розетка», а также гипермаркет «Эпицентр». В результате одного из попаданий произошла утечка аммиака, которую позже локализовали. Самые тяжелые последствия в Броварском районе. На железнодорожной платформе станции Квитневой погибли люди, которые, по данным местных властей, не смогли уехать последним поездом из-за задержки движения во время воздушной тревоги. Спасатели, медики и полиция продолжали работать на месте весь день. Российская сторона заявляет, что целью были логистические объекты. Украина утверждает, что удар пришелся исключительно по гражданской инфраструктуре и предприятиям, обеспечивающим снабжение столицы. По данным украинской военной разведки, Северная Корея впервые направила в Россию отдельное ракетное подразделение для участия в войне против Украины. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя ГУР, около 90 северокорейских военнослужащих прибыли в Воронежскую область, где должны действовать совместно со 112-й ракетной бригадой России. Предполагается, что подразделение располагает 6 пусковыми установками и до 120 баллистическими ракетами КН-23 и КН-24. В Киеве считают, что это свидетельствует о дальнейшем углублении военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна. По оценке украинской стороны, северокорейские ракеты уже применяются Россией против Украины, а новое развертывание может усилить угрозу новых ударов. Прежде всего, если эти установки будут развернуты, они должны быть уничтожены. Они сразу становятся целью, законной военной целью. Соответственно, последует реакция наших военных. Если Главное управление разведки делится подобными данными, то, как правило, они подтверждаются. Мы знаем о взаимодействии между Москвой и Пхеньяном и о его усилении. Это не может не вызывать обеспокоенности, поскольку несет риски и угрозы также для Индо-Тихоокеанского региона. Мы находимся в контакте с нашими союзниками, такими как Япония и Южная Корея, для которых такое взаимодействие также создает реальные угрозы безопасности. Безусловно, необходимы усиление санкций, дальнейшая изоляция режима в Пхеньяне, а также объединение усилий международного сообщества для усиления давления с целью прекращения этой войны и остановки российской агрессии. Украина продолжает наносить удары по российской логистике и нефтепереработке. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали еще 2 логистических центра Wildberries в Тульской области и Татарстане. В Тульской области, по официальным данным, на складе возник пожар, 1 человек получил ранение. В компании сообщили, что сотрудников успели эвакуировать. Это уже как минимум 14-й атакованный объект Wildberries с середины июля. Еще одной целью стал Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс. По словам главы Башкортостана, после массированной атаки один из беспилотников упал на территорию промзоны, где начался пожар. Это уже 3-я атака на уфимские нефтеперерабатывающие предприятия за последние 5 дней и очередной удар по российской нефтепереработке. По данным S&P Global, к концу июля последствия атак уже затронули не менее 18 крупных НПЗ, часть из них снизила выпуск топлива, а некоторые временно остановили работу. Параллельно последствия ощущает и гражданская логистика.
Представители отрасли сообщают, что из-за повреждения складов и перебоев с поставками владельцы пунктов выдачи Wildberries теряют клиентов и выручку. В отдельных регионах доходы таких точек в июле снизились на от 15 до 20%, а в самые сложные дни – до 40%. Глава компании «Уралдронзавод» Владимир Ткачук получил тяжелые ранения при взрыве автомобиля в Свердловской области. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники. По их данным, Ткачук находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Водитель автомобиля погиб на месте. Что стало причиной взрыва, официально пока не сообщается. Уралдронзавод выпускает беспилотники для российских силовых структур. К слову, Владимир Ткачук лично показывал продукцию предприятия Владимиру Путину во время выставки в 2024 году. Владимир Путин объявил о создании нового рода войск беспилотных систем, и назначил их командующим Дениса Лямина, ранее занимавшего должность начальника штаба группировки войск «Центр». Всем хорошо известно, что нами принято решение о создании нового рода войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Также на совещании с военными были объявлены и другие кадровые перестановки. Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук назначен руководителем Объединенной службы тыла, а его место занял Андрей Иванаев, ранее командовавший группировкой «Восток». Эти изменения Путин назвал частью совершенствования структуры российских вооруженных сил. На Тайване стартовали ежегодные военные учения Ханькуан, которые продлятся 10 дней. В ходе маневров резервисты отрабатывают действия с минометами и стрелковым оружием, а бронетехника перемещается по улицам Тайбэя. По данным властей, главная задача учений – проверить готовность командования действовать в условиях быстро меняющейся обстановки. Впервые в рамках маневров также ограничивают доступ к интернету, чтобы отработать действия в условиях возможных сбоев связи. Как я уже говорил, мы живем в регионе, где вероятность войны вполне реальна. В таких условиях особенно важно проводить больше учений и быть готовыми. Лично я считаю, что это крайне необходимо. Я считаю, что проводить такие военные учения раз в год нормально. Но слишком часто делать этого не стоит. Если проводить их постоянно, в этом нет особого смысла. Главное, достаточно информировать людей и объяснять, какую пользу это приносит и почему это важно. Северная Корея резко раскритиковала недавние испытания Японии американской крылатой ракеты «Томахавк». С заявлением выступила Ким Йо Джон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и одна из самых влиятельных фигур в руководстве страны. По ее словам, Токио под прикрытием укрепления обороны стремится к превращению в военную державу. А за этими действиями, как утверждает Пхеньян, стоят Соединенные Штаты. Ким Йо Джон также заявила, что вооруженные силы КНДР подготовят дополнительные варианты военного реагирования на действия Японии. При этом о каких именно мерах идет речь, в заявлении не уточняется. Поводом для критики стали недавние испытания «Томахавк» с японского эсминца, а также участие Японии в совместных военных учениях под руководством США. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр посетил атомную электростанцию Пакш, которая из-за обмеления Дуная сейчас работает примерно на 10% своей мощности. Речная вода используется для охлаждения реакторов, поэтому снижение ее уровня вынудило ограничить работу энергоблоков. Во время визита глава правительства осмотрел производственные помещения станции и встретился с ее руководством. По словам Мадьяра, впереди ожидаются критические дни. Однако энергосистема страны пока остается стабильной. Венгерские власти продолжают следить за ситуацией на фоне продолжающейся жары и низкого уровня воды в Дунае, которые оказывают влияние на работу энергетической инфраструктуры. В пригороде бразильского Сан-Паулу произошел крупный пожар на химическом предприятии. Огонь охватил завод, производящий растворители и полиэфирные смолы. Над промышленной зоной поднялся густой столб дыма, который был виден за несколько километров. Из-за угрозы распространения огня и продуктов горения власти эвакуировали около 150 жителей ближайших домов. Для тушения пожара были направлены около 30 единиц пожарной техники. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. В американском штате Калифорния пожарные продолжают борьбу с быстро распространяющимся лесным пожаром в округе Калаверас, недалеко от города Энджелс Кэмп. По данным службы Cal Fire, огонь уже охватил почти 2600 гектаров. К моменту съемки локализовать пожар не удалось. Распространению пламени способствует сухая растительность, сложный рельеф местности и слабый ветер. На месте работают сотни пожарных,
Задействована наземная техника и вертолеты. Для жителей близлежащих населенных пунктов сохраняются обязательные приказы об эвакуации. Местные власти призывают следить за официальными сообщениями, пока экстренные службы продолжают сдерживать распространение огня. Обломок второй ступени ракеты SpaceX Falcon 9, который более 1,5 лет находился на орбите, должен врезаться в поверхность Луны. По расчетам специалистов, столкновение произойдет на скорости около 8700 км в час в районе кратера Эйнштейна на обратной стороне западного края Луны. Эта ступень вывела к Луне посадочный модуль в январе 2025 года. После завершения миссии она осталась в космосе, а под воздействием солнечной активности и гравитации ее траектория постепенно изменилась. В SpaceX подчеркивают, что столкновение не было запланировано. Сейчас в компании совместно с НАСА рассматриваются новые способы утилизации верхних ступеней ракет для дальних космических миссий, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Ожидается, что при ударе поднимется облако лунной пыли, однако увидеть его с Земли без специальных средств наблюдения будет практически невозможно. НАСА также учитывает подобные риски при подготовке будущих пилотируемых миссий и создании инфраструктуры на Луне в рамках программы Артемис. SpaceX впервые после выхода на биржу опубликовала квартальную финансовую отчетность. Во втором квартале 2026 года выручка компании достигла 7 миллиардов 810 миллионов долларов. Это на 92% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным источником доходов остается спутниковый интернет Starlink. Сервис принес более 4 миллиардов долларов и обеспечил свыше половины всей выручки компании. Быстро растет и направление искусственного интеллекта. Его доходы, по данным SpaceX, увеличились примерно в 3,5 раза. При этом космическое подразделение остается убыточным. Только за квартал его операционный убыток превысил $500 миллиарда. Одновременно компания почти вдвое увеличила капитальные расходы, главным образом на развитие вычислительной инфраструктуры для проектов в сфере искусственного интеллекта. Перед публикацией отчета акций SpaceX выросли почти на 10%. Однако после выхода финансовых результатов на внебиржевых торгах заметно снизились. Инвесторы выразили опасения, что масштабные инвестиции в развитие ИИ могут оказать давление на финансовые показатели компании в ближайшей перспективе. В британском зоопарке Честера впервые за его 95-летнюю историю появились на свет сразу 5 птенцов птицы-секретаря, редкого африканского хищника, который находится под угрозой исчезновения. Птенцы родились у пары по кличке Джон и Джолин в рамках европейской программы по сохранению вида. По словам сотрудников зоопарка, в этом году в европейских коллекциях вывелись всего 3 птенца птицы-секретаря, поэтому появление сразу 5 в Честере стало важным событием для всей программы разведения. Первые 2 птенца специалисты выкармливали вручную, чтобы изучить их развитие. Остальных 3 родители успешно вырастили самостоятельно, что считают хорошим признаком для дальнейшего разведения. Птица-секретарь отличается необычным способом охоты. В отличие от большинства хищных птиц, она преследует добычу пешком, а змей и других мелких животных убивает мощными ударами ног. Чешуйчатые ноги защищают ее от укусов ядовитых змей. Главной угрозой для этого вида остается сокращение естественной среды обитания в Африке из-за расширения сельского хозяйства и роста населенных пунктов. Собранные в ходе программы данные зоопарк планирует передать другим природоохранным центрам, чтобы повысить успех разведения птиц в неволе и поддержать сохранение вида.